from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep. Всем привет! Как и обещал, сегодня вторая часть распаковки комплектующих для накамерного света Yongnuo модель 300 Air Pro. Для автономного питания накамерного света я приобрел уже в своем городе в магазине Photo-Optica Buy. Есть и непосредственно офис, есть интернет-сайт. Ссылка на сайт будет в описании. Приобрел за $35 аккумуляторную батарею от компании DSTE с заявленной емкостью 5000 мАч. Данная модель NP-F750. Пытался приобрести подобную на eBay.com за $14.24, но посылка все еще где-то в пути, и скорее всего она не придет, подозреваю, что Белпочта вернула ее назад, так как пересылка такого товара, точнее различных аккумуляторов, батарей, Белпочтой Беларуси запрещена. Но ссылка на тот лот я все же размещу в описании, может кому-то повезет сэкономить. Потому что, как видите, цена на аккумулятор в Минске выше более чем в 2 раза. На одном из сайтов прочитал, что в литий-ионных аккумуляторах DSTE используется начинка от Panasonic. И что они не обладают эффектом памяти, то есть их можно подзаряжать. Ну, здесь на небольшой такой глянцевой картонной коробочке все написано по-английски и китайски. Точнее, по-китайски с английским переводом. Так, что аккумулятор изготовлен в Китае, и есть ссылка на несуществующий сайт DSTE187.com. Скрываем. В комплекте у нас батарея, кое-какие бумажки, такая инструкция, внимание, предупреждение на английском и китайском языках. И чек. Данная литий-ионная аккумуляторная батарея является аналогом батареи питания для устройств Sony. Это качественный аналог Sony тип NP-F770, 750, 730. На этом стикере указано напряжение питания 7,4 вольта, заявлена емкость 5000 мАч или 37 Вт-часов. Изготовлена в Китае. Ну, судя по форме, габаритам, это наборная батарея, в нем встроено 4 аккумулятора. Обращаю ваше внимание на расположение и форму контактов. Значит, плюс-минус у нас расположены по краям и общие между ними. Это важно при выборе зарядного устройства. Имеются подобные аккумуляторные батареи с размещением контактов ближе к середине корпуса, а также другим типам коннекторов. Батарея увесистая, при максимальном объеме зарядки масса ее составляет 191 грамм. В батарейном отсеке накамерного света имеются подпружиненные контакты, направляющие и 2 фиксатора. Один такой и тут разблокиратор. То есть батарея вставляется таким вот образом. Батарею перемещаем влево до щелчка. Для ее изъятия нужно нажать на кнопку разблокировки и сдвинуть ее вправо. Заявлено напряжение питания 7,4 вольта. В наличии у нас без нагрузки 8,36. С максимальной нагрузкой, яркость везде по максимуму, 8,08 вольта. На максимальных уровнях теплого и холодного света аккумуляторная батарея от уровня P9 до P0 разрядилась за 2 часа. При этом светодиоды полностью еще не разрядились и дают тусклый свет, который уже невозможно использовать при съемке. Но где-то через 2,5 часа светодиоды вот так вот, да, уже все, и сразу выключаются. Уже на AliExpress я приобрел зарядное устройство для аккумуляторной батареи. Эта зарядка доставлена была из Финляндии в Беларусь за 3 недели. Купил ее за $6.99, ну считайте $7. Но с учетом кэшбэка от UPN, ссылку на этот сервис я размещу также в описании, устройство куплено еще дешевле. Модель NP-F550, как здесь наклеено, правда коробочка почему-то принадлежит другому зарядному устройству. В комплекте с зарядным устройством у нас находится кабель, инструкция на английском языке, но совсем другого типа зарядного устройства, под другие батарейки. Поэтому коробка, инструкция здесь нам не пригодятся.
Данная модель зарядного устройства позволяет заряжать аккумуляторные батареи типа Sony, которые указаны на корпусе вот в глубине батарейного отсека. Полный список моделей аккумуляторных батарей, которые можно заряжать этим устройством, представлен на странице с товаром. Это умная зарядка, как принято ее называть, сама определяет параметры заряда и отключает батарею при ее полном заряде. Имеется дисплей жидкокристаллический. Его габариты 85 на 54 и толщиной около 20 мм. Заявлен вес 27 грамм. Итак, зарядка аккумулятора возможна от кабеля из комплекта USB, microUSB длиной 35 сантиметров, и также вот такого кабеля, который встроен непосредственно сюда. То есть два варианта. Для зарядки потребуется адаптер питания с такими параметрами: 5 вольт, 1 или 2 ампера. На выходе, то есть вот здесь на аккумулятор идет напряжение зарядки 8,4 вольта и ток 600 миллиампер. Кабель из комплекта подключается сюда. Видел подобное устройство под брендом Sava, который нанесен вот здесь вот слева от экрана. Подозреваю, что мне попалась какая-то подделка, но главное, чтобы она работала. В этом мы убедимся в этом ролике. При установке аккумуляторной батареи на зарядном устройстве включается ЖК-индикатор, такая приятная голубая подсветка, который символьно показывает процесс зарядки. Ближе к окончанию зарядки мерцать будет только один крайний правый символ. Зарядка осуществляется напряжением 5,9 вольта, ток 1,5 ампера. От внешнего адаптера от смартфона с выходным током 2 ампера. Так, потребляемая мощность 6 ватт, но ватт рассеивается, получается, на этом адаптере. При этом напряжение поступает на аккумуляторную батарею 7,5 вольта. Рассчитаем коэффициент, поскольку у нас питание поступает 5,1 вольт, а на выходе 7,5 разделим на 7,5 вольта, то у нас коэффициент 0,68. Этот коэффициент необходимо будет учесть при расчете закачанного сюда объема в миллиампер-часах. Зарядка осуществлялась в течение ровно 8 часов. По окончанию нее подсветка индикатора погасла, и, как видим, все сегменты просто горят. По информации с индикатора тестера мы видим, что ток зарядки обнулился, и закачанная емкость составила 8221 мАч. С учетом рассчитанного коэффициента 0,68 умножаем на 8221, поскольку зарядка осуществлялась напряжением не 5, а 8 вольт, мы получаем, что емкость у нас где-то от 5590 мАч. Ну и по итогу, отличная литий-ионная аккумуляторная батарея DSTE NP-F770 на реальный объем, как заявлено, вероятнее всего. И такое вот зарядное устройство, его плюсы. Наверное, первое, что аккумуляторная батарея в него входит очень плотно. Даже при отсутствии каких-то блокировочных рычагов зарядное устройство отсюда не вываливается. Но из недостатков отмечу совсем не информативный дисплей, который только показывает процесс зарядки. И второй недостаток: коннектор в разъеме microUSB болтается и, возможно, потеря контакта. Поэтому, чтобы это не случилось, рекомендую все-таки воспользоваться вот этим кабелем, который впаян уже непосредственно в саму плату. Если кто интересуется, все иллюстрации на все товары я размещаю в сообществах ВКонтакте, Одноклассниках и в Google+. Поэтому, если кому-то нужно что-то скачать, пожалуйста, переходите, знакомьтесь. Ссылки на них вы увидите в шапке канала и также в описании к этому видеоролику. Благодарю вас за подписку на канал, за оценку этого видеоролика. Я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока.